Никто этого не ожидал. Ни фанаты, ни компания, ни даже сами BTS. Все началось с одной фразы, а закончилось настоящим шоком. RM наконец-то заговорил. И то, что он сказал, не просто парализовало интернет. Оно потрясло все, что мы, как нам казалось, знали о HYBE, о BTS и о правде Тэхёна и Чингука. В тот вечер тишина закончилась. Началась правда. Это была история, которую HYBE никогда не хотел вам рассказывать. Когда начался прямой эфир RM, никто не ожидал, что что-то произойдет. Фанаты просто ждали его обычно спокойного присутствия, задумчивых слов, философских размышлений, привычных вещей. Но этот вечер был другим. Воздух был тяжелым. Свет был тусклым. Выражение его лица было незнакомым. Лидер, который всегда говорил тепло, теперь казался человеком, несшим бремя, слишком тяжелое, чтобы его скрывать. Он замер на мгновение, глядя прямо в камеру. Затем тихим голосом он сказал: «Вы думаете, айдолы могут контролировать свои истории? Мы – нет». Его слова были тихими, но их воздействие было взрывным. Через несколько секунд раздел комментариев замер. Фанаты были ошеломлены, не в силах осознать, что только что услышали. Это была не поэзия. Это была не метафора. Это была правда. Прямая трансляция погрузилась в хаос. Что это значит? Это из-за Тэхёна. Почему сейчас? Сообщения сыпались так быстро, что система не справлялась. Но RM не видел комментариев. Он смотрел мимо экрана, словно смотрел прямо в глаза миллионам зрителей. «Думаю», — сказал он, — «пора перестать притворяться». Мир, казалось, на мгновение остановился. Притворяться кем? Притворяться, кто на самом деле контролирует ситуацию. Тишина была долгой и почти невыносимой. Затем последовало следующее признание. «Ты видел, что произошло», — продолжил RM, его голос стал тише и тяжелее. «Тэн, Чингук, ты думаешь, что знаешь? Ты не знаешь». Слова ударили сильно, словно раскат грома посреди ночи. Поклонники чувствовали, как колотится их сердце. RM говорил уже не как айдол, а как человек, освобождающийся от своих оков. «Есть вещи, которые не следует говорить», — тихо сказал он. «Не мне. Пока нет. Но...» — его голос дрожал. «Я больше не могу молчать». Казалось, его руки слегка дрожали. Затем он произнес слова, которые изменили все. HYBE контролирует больше, чем вы можете себе представить. В комнате стало холодно. RM, известный своим хладнокровием, своим поэтом, своим мыслителем, теперь бросал вызов тишине. И мир взорвался. Фанаты кричали в Твиттере. Видеоклипы быстро распространялись, а затем внезапно исчезали, удалялись, помечались. HYBE действовал быстро. Но правда уже была раскрыта. «Прикрытие Тэхёна», — тихо прошептал он. Это никогда не было согласовано. Это была его форма бунта. Слово «бунт» прозвучало как тревожный колокол. А прямая трансляция Чингука, она тоже не была запланирована. Он не выступал. Он умолял. Правду больше не скрывали. Каждая слеза, пролитая Чингуком, каждое молчание Тэхёна, все это внезапно обрело смысл. Это было не истощение. Это был контроль. «Их наказывают за честность», — сказал RM, его голос дрогнул. «Но я больше не буду молчать». Фанаты плакали. Раздел комментариев заполнился сообщениями: «Мы с тобой, Джун. Защитим Тэхёна и Чингука». Трансляция больше не была просто разговором. Это было признание. Революция. Вы думаете, Тэхён исчез, потому что ему нужен был перерыв?
— спросил RM. Нет. Его заставили замолчать. У него отобрали свободу, постепенно. Эти слова пронзили миллионы сердец. Фанаты сплотились, наводнив интернет хэштегами. Решетка эбиих пасет, решетка противстоюнг, решетка румтрут, решетка фриюнкак. Затем RM сказал то, чего многие боялись. Они возненавидят меня за это. Но ты заслуживаешь знать. Его голос дрожал. Чингук не сломался под давлением. Он сломался, потому что притворялся. Каждое слово ударяло, как волна. Намек был ясен. Каждая улыбка перед камерой была лишь частью сценария, написанного кем-то другим. «Мне не следовало этого говорить», — прошептал он. «Они следят. Они всегда следят». Через несколько секунд экран замер. Звук затрещал. Трансляция резко оборвалась. Фанаты запаниковали. Все ли с ним в порядке? Его заставили остановиться. Но было слишком поздно. Слухи уже разлетелись по всему миру. В течение нескольких часов об этом начали писать ведущие СМИ. Правду больше невозможно было скрывать. Вскоре появился шокирующий отчет о секретном проекте, сотрудничестве Тэхёна с глобальным генеральным директором в 2026 году, совершенном полностью вне контроля HYBE, без разрешения, без цензуры, без ограничений. Источники в индустрии назвали это «Декларацией свободы творчества». Это был не просто проект. Это был бунт, проявившийся в искусстве. Сообщалось, что HYBE перешел в кризисный режим. Были проведены экстренные совещания, ограничен цифровой доступ, задействованы адвокаты. Но буря уже назревала. Затем пришла следующая волна. Чингук, молчавший несколько дней, нарушил молчание 3 словами в своем личном аккаунте. «Иар хет никтунрехт». Он не ошибается. Этих 3 слов было достаточно, чтобы потрясти мир, подтвердить все, разжечь пламя, которое еще не угасло. RM сказал правду, и теперь Чингук ее признал. Вскоре появились новые новости. RM был назван одной из 20 самых влиятельных фигур на корейском арт-рынке. По иронии судьбы, пока HYBE пытался заставить его замолчать, мир признавал его свободу. В отчете Фонда культуры «Рай» и Сеульского национального университета RM был назван страстным коллекционером произведений искусства и влиятельным лицом в сфере культуры. Это была не просто похвала, это было оправдание. RM вышел за рамки кей-попа. Он стал символом независимости и творческой силы. Его предстоящая персональная выставка в Музее современного искусства Сан-Франциско, СФМОМА, стала мировой сенсацией. В отчете говорилось, он делится искусством искренне. Он пробуждает общественный интерес к культуре своей честностью. Эти слова теперь обрели гораздо более глубокий смысл, после всего, что произошло. Тем временем фанаты сплотились в поддержку Тэхёна и Чингука. Их молчание стало символом. Их отсутствие стало посланием. HYBE молчали. Никаких заявлений. Никаких разъяснений. Только молчание компании, которое звучало громче любого отрицания. Но ущерб был нанесен. Правда вышла наружу. Иллюзия рухнула. Слова RM разнеслись по интернету, словно пророчество. Правда не ждет разрешения. Это была не просто цитата. Это была революция. Потому что теперь мир больше не видел в них айдолов. Он видел в них выживших. И среди всей этой суматохи одно стало ясно. Что бы ни происходило между RM, Тэхёном, Чингуком и HYBE, это больше не было просто сплетнями индустрии развлечений. Это стало символом чего-то гораздо большего. Борьбы между правдой и имиджем, между свободой и контролем. Фанаты по всему миру ждали не просто новой музыки или впечатляющих выступлений.
Они ждали честности, спонтанных слов, непринужденных действий. Они ждали доказательств того, что у их кумиров все еще есть собственный голос. В ту ночь, когда экран RM застыл, а весь мир затаил дыхание, что-то изменилось. Не только в индустрии, но и в сердцах миллионов, которые осознали, что за каждой улыбкой на экране скрывается человек, борющийся за свободу, смысл и правду. Теперь публика смотрела в будущее. Заговорит ли HYBE? Расскажут ли наконец свои истории Тэхён и Чингук? Или все будет погребено под нарастающей тишиной? Время покажет.